Знаете ли вы, что кошачьи окрасы могут быть такими же замысловатыми, как и узоры на ковре у бабули? В этом видео я поделюсь самыми смешными и уникальными окрасками. Снежный барс. Этот окрас встречается у бенгальских кошек и имеет светлый фон с темными пятнами, что создает впечатление, будто кошка вышла из дикой природы. Особенно красиво этот окрас смотрится на фоне зимнего пейзажа. Выглядит просто потрясающе, особенно если вы такой же любитель диких кошек, как и я. Если бы мне предложили забрать такого котенка к себе домой, я бы ни секунды не думал и сразу бы согласился. А еще есть потрясающий окрас – рыжий тигр. Из названия сразу понятно, что этот редкий рисунок представляет собой полосы яркого рыжего цвета на светлом фоне. Такие кошки выглядят так, будто только что вернулись из джунглей. Этот окрас особенно популярен среди охотников за экзотикой. Но я наслышан, что кошки с таким окрасом зачастую имеют весьма скверный характер. Они очень любопытные и любят исследовать все вокруг. А еще они проявляют в своем характере независимость и лидерские качества. Так что если вы не проявите себя как хозяин, могут быть плохие последствия. Калико. Самым удивительным и загадочным считается окрас калико. Это сочетание трех цветов – белого, черного и рыжего. Практически все калико-кошки – самки. Самцы с таким окрасом рождаются крайне редко и считаются генетической аномалией. Вот такая она природная несправедливость. Многие калико-кошки становятся символами удачи и благополучия в домах своих хозяев. В некоторых культурах считается, что такие кошки приносят богатство и счастье. А владельцы калико отмечают, что эти кошки обычно очень любопытны и игривы. Они обожают исследовать новые места и часто становятся настоящими охотниками в доме. Так что советую насторожиться, если дома есть маленькие животные, например, хомячки. Они могут стать самой настоящей добычей. Лаванда. Кошки с таким оттенком словно вышли из сказки. Их шерсть имеет мягкий сиренево-серый тон, который напоминает цвет нежной лаванды. Такие кошки выглядят словно мистические существа, пришедшие из фантастических миров. Особенно красивы кошки породы ориентал с таким оттенком шерсти. Их грациозные тела и огромные миндалевидные глаза дополняют сказочный образ. Считается, что кошки с лавандовым окрасом обладают независимым характером и любят исследовать все вокруг. Однако они часто становятся очень ласковыми, если чувствуют себя в безопасности. В общем говоря, не советую оставлять что-либо на столах, иначе это что-то может оказаться на полу. Лично я очень сильно люблю животных, поэтому я просто в восторге от такой расцветки. А что скажете вы? Делитесь своим мнением в комментариях. Шоколадный дым. Представьте себе кошку, у которой густая шерсть переливается коричнево-дымчатым оттенком, словно покрыта тонким налетом какао-пудры. Этот цвет считается одним из самых редких и выглядит невероятно эффектно. Из описания может показаться, что это какой-то вкусный кексик. Но нет, это обычная кошка. Но самое интересное то, что такой окрас появился в результате мутации гена, отвечающего за распределение пигментов шерсти. Эти мутации – самая настоящая редкость, поэтому кошки с таким цветом часто становятся участниками выставок и пользуются огромной популярностью у коллекционеров породистых кошек. Такие окрасы особенно популярны среди кошек породы бурма и британских короткошерстных. По поводу поведения таких кошек, владельцы отмечают, что они любят проводить время в уединении, но при этом очень привязаны к своим хозяевам и обожают внимание. Так что если вам нужен неприхотливый и спокойный котик, это точно ваш выбор. Черепаховый таби. Такие кошки выглядят как произведение искусства и часто привлекают внимание на выставках. Особый интерес вызывает наличие серебристого или голубого оттенка в этом окрасе. Такие кошки выглядят еще более загадочно и необычно. Главное, чтобы ваш домашний питомец имел более добрый характер. Интересно, что черепаховые кошки нередко обладают капризным характером и требуют особого внимания. Однако они невероятно преданы своим владельцам. Эксперты не рекомендуют заводить их неопытным людям – кремовый дым. Еще один редкий и уникальный окрас – кремовый дым. Это сочетание светлого кремового оттенка с дымчатыми вкраплениями темного пигмента. Такие кошки словно светятся изнутри,
и выглядят очень нежно и утонченно. Подобные окрасы чаще всего встречаются у персидских и британских кошек. И если честно, хоть этот окрас и считается редким и удивительным, для меня он скорее обыденный. Почти все говорят, что поведение этих питомцев очень нежное и ласковое. Они отлично ладят с детьми и часто становятся душой компании. Но лично я больше предпочитаю окрасы с пятнами. Ведь чего только не увидишь в этих кляксах на телах животных. Например, некоторые породы кошек имеют необычные пятна в форме сердец, бабочек или даже цифр. Эти пятна придают кошкам уникальность и делают их любимцами фотографов. Вот есть, казалось бы, обычная кошка с пятном в виде сердца на боку, а она стала звездой интернета, собрав тысячи лайков и комментариев. Мраморный таби. А дальше я бы хотел вам рассказать, пожалуй, про самые-самые интересные и красивые окрасы кошек, которые только можно встретить на нашей планете. И это не только мое личное мнение, но и результат опроса пользователей интернета. Конечно, я его не проводил, а просто нашел уже готовый опрос. Но все-таки. Так вот, существует также окрас мраморный таби. Этот узор выглядит как запутанный лабиринт, и его сложные линии создают потрясающий визуальный эффект. Хотя, казалось бы, схожую шерстку имеют и обычные дворовые кошки. Но тут все дело именно в том, что узор образует очень интересный лабиринт, а иногда он даже закручивается в улитку. Такие кошки особенно эффектно смотрятся при ярком солнечном свете, когда их узоры начинают переливаться разными оттенками. Владельцы животных с этим окрасом отмечают, что их питомцы часто становятся объектом восхищения на прогулках и выставках. И я могу понять всех людей, кто восхищается этим окрасом. Как можно пройти мимо такой сладкой булочки? Правда, у этой расцветки есть своеобразный минус. Дело в том, что все говорят, что такие кошки обладают крайне своеобразным характером. Да, встречаются представители, которые ведут себя весьма хорошо, но чаще всего это сложные питомцы, которые нередко могут навалять недоброжелателям. Пугающие окрасы. Но что я все о красивых окрасах? Давайте перейдем к кошкам, цвет которых может вызвать дрожь по спине. Например, существуют кошки с окрасом «призрак». Это белоснежные кошки с едва заметными серыми пятнами, которые выглядят так, словно призрак скользит по их телу. Особенно пугающе они смотрятся в сумерках, когда кажется, что перед вами что-то мистическое. Не хотел бы я заводить такого питомца себе домой. Идешь такой на кухню перекусить что-нибудь, а тут перед тобой пробегает нечто непонятное. Так и до больницы добраться можно. Правда, именно эта расцветка славится спокойствием и тишиной. Чаще всего они просто отдыхают в уютном месте и никого не трогают. Да и кошки с такой расцветкой совершенно не конфликты. Адский кот. Но есть куда более жуткий окрас. Адский кот. Это черные кошки с ярко-красными или рыжими глазами. Существует множество легенд о том, что такие кошки могут видеть будущее или приносить беды. Конечно, это всего лишь мифы, но согласитесь, выглядит это впечатляюще. Главное не дарить таких животных верующим. Боюсь, такие люди не смогут оценить всю красоту такой кошки, а скорее начнут изгонять из нее демонов. А зная то, что эти милые существа часто могут сходить с ума, смотря в одном положении в пустоту или изображая нападение драконов, то и обычным людям может стать весьма некомфортно рядом с такой кошечкой. И хоть эти животные выглядят довольно жутко, на самом деле при такой особенности они, очень ласковые и приятные. Даже с детьми они ведут себя крайне дружелюбно и могут проводить с ними время часами. Туманный лес и огненные глаза. Ну ладно, вдруг вам понравился именно этот окрас, а я на него наговариваю. Давайте перейдем к другой расцветке. Ведь есть кошки с окрасом «туманный лес». Их шерсть серо-зеленого цвета с темными полосами, которые напоминают густой лес в тумане. Когда такая кошка смотрит на вас из темного угла комнаты, можно ощутить легкий холодок по коже. Хотя лично мне кажется, что эти животные довольно милые, да и окрас у них прикольный и красивый. А ведут они себя крайне дружелюбно и игриво. Как и в предыдущем случае, они с легкостью проводят много времени со всей семьей. Так что их можно смело брать семьям с детьми. А что вы думаете? Пишите в комментарии. Ну и последний в этом списке окрас, который никак нельзя было забыть или пропустить,
Ведь он выглядит просто потрясающе. И если вы любитель кошек, то уже могли догадаться, что речь идет про окрас огненные глаза. Это кошки с ярко-рыжими глазами на темной мордочке. Кажется, что их взгляд пронзает вас насквозь. Некоторые считают таких кошек хранителями тайн и мистических знаний. Ну а я на 100% уверен, что эти животные являются отличными хранителями колбасы в своем желудке. Да и какие тайны, если это милое создание захочет, оно намурлыкает кому угодно хоть пин-код от карточки. Правда, именно эти создания умеют поддержать в трудную минуту. Они крайне хорошо чувствуют настроение человека и могут успокоить их своим присутствием. Для одиночек, кому не хватает ласки и внимания, отличный вариант. Самые красивые породы. Ну что, крутые окраски я для вас нашел. Лично мне кажется, что очень. И самое интересное, что подобные цвета могут проявиться почти на каждой кошке. Главное, если вы хотите какой-то определенный цвет, заводить нужную породу. Кстати, о породах. Я думаю, стоит вам рассказать о том, какие они вообще бывают, и какие из них самые красивые. Пород кошек огромное множество. От обычных дворняжек, как и собачек, до потрясающих пушистых королевских персон. На некоторых смотришь и думаешь, как он вообще позволяет этому человеку себя трогать. Лично я очень сильно люблю сфинксов, ведь это невероятно нежные, теплые и добрые кошки. А еще они круто греют одеяло в морозы зимой. Но самыми красивыми все-таки считаются другие породы. И давайте я наконец-то о них расскажу. А начну я, пожалуй, с необычной породы – с мейн-кунов. Эти гиганты кошачьего мира покоряют своим величественным видом и пушистыми хвостами. Их шерсть может быть окрашена в разные оттенки – от черного до серебристого. Особенно впечатляют мейн-куны с мраморным окрасом. Этот узор на их шерсти напоминает рисунок на мраморе и придает им особый шарм. Помимо удивительного внешнего вида и огромного размера, сопоставимого с многими собаками, мейн-куны отличаются и характером. Они очень дружелюбные, ласковые и любят проводить время с людьми. Эти кошки обожают сидеть рядом с хозяевами и участвовать во всех семейных делах. Некоторые мейн-куны достигают веса до 10-12 килограммов, что делает их настоящими гигантами среди домашних кошек. Правда, я вообще не знаю, как такая кошка может улечься на руках человека. Они же сразу затекут. Да и переносить такое чудо очень сложно. В общем, вопросов много. Но вживую я вам очень советую потискать это чудо. Следующая порода получила огромное признание среди кошатников за счет своего классного окраса. И это бенгальская кошка. Это настоящая домашняя леопардовая кошка. Их шерсть покрыта яркими пятнами, которые напоминают окрас диких хищников. Правда, есть одно большое «но». Бенгалы отличаются не только красотой, но и активным характером. Они любят играть и исследовать все вокруг. А что это значит? Да то, что ваши шторы, обои, тюль и предметы, лежащие на столе, со 100% вероятностью пострадают. На самом деле все эти умные и любопытные животные очень сильно портят ваше имущество, ведь им обязательно нужно чем-то занять себя. Кстати, некоторые бенгальские кошки имеют блестящий переливающийся окрас, который выглядит особенно эффектно при ярком свете. Но самое удивительное не это. Я уже сказал, что бенгалы очень умные и любознательные. И это идет на пользу настоящим профи. Ведь они могут с легкостью выучить команды, как собаки, и с удовольствием играют с интерактивными игрушками. Владельцы бенгалов отмечают, что эти кошки любят воду и часто сами залезают в ванну или мойку. В общем, крутая порода. Но подойдет она не для всех. Еще больше крутых пород. Так, а что там дальше в моем списке? Ах, да. Я ведь просто не мог пройти мимо британских короткошерстных кошек. Их плюшевая шерсть и круглые мордочки выглядят невероятно мило. Если вы пытаетесь добиться признания девушки, то этот малыш точно вам поможет. Ведь он просто невероятно красивый и милый. А особенной популярностью пользуются британцы с лиловым и голубым окрасом. Эти оттенки делают их похожими на мягкие игрушки, которых хочется обнимать. Британцы известны своим спокойным и уравновешенным характером. Кроме того, эта порода славится своим долголетием и крепким здоровьем. Кстати, я лично был знаком с одним британским котом.
И знаете что? Он был просто невероятно красивый и мягкий. Правда, именно у этого представителя данной породы был весьма скверный характер. Еще одной невероятной породой являются рэгдоллы. Эти кошки славятся своим умением полностью расслабляться на руках владельцев, буквально обвисая, как тряпичная кукла. Рэгдоллы обладают мягкой шерстью и обожают внимание. Владельцы этих кошек отмечают их нежный и спокойный характер. Интересно, что рэгдоллы отлично подходят для семей с детьми благодаря своему терпеливому характеру. Многие владельцы рассказывают, что их питомцы могут часами играть с детьми, оставаясь при этом спокойными и добродушными. И думаю, это мой идеальный вариант, ведь я просто обожаю тискать животных. А эта порода, как я уже и сказал, максимально тактильная и терпеливая. Кто же там дальше в моем списке? А тут у меня кошка потрясающей красоты. Ведь это бирманская порода. Их отличительная черта – голубые глаза и светлый окрас с темными отметинами на морочке, лапках и ушах. Поговаривают, что эта порода тоже очень добрая и любит поиграть с людьми. А еще она невероятно популярная среди самых обычных людей. Ведь такие кошки довольно часто снимались в различных шоу, клипах или сериалах. Наверное, из-за этого порода и стала популярна среди кошатников. А какую бы породу выделили вы? Лично я, как уже и говорил, особенно сильно люблю сфинксов. Но эта порода кошек очень часто встречает осуждение среди людей. Ведь многим такие животные кажутся весьма противными. Пишите в комментарии свои варианты пород кошек, которые, по вашему мнению, самые красивые и удивительные. Ну что, вот и подошел к концу мой ролик про кошек. Я бы еще раз хотел выделить тот факт, что у любой породы, даже среди бездомных кошек, можно найти весьма красивых представителей. А для тех, кто мечтает завести себе домашнего питомца, я советую ориентироваться не на окрас и внешний вид, а на характер животного. Ведь только настоящие профи могут хоть как-то справиться с нравом некоторых пород. Кстати, насчет профи. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках. Или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в Telegram-бота. Ссылка в описании. И спасибо вам за просмотр.